Можно ли использовать сервис N8N бесплатно? Давайте подробно разберемся с этим вопросом. Также в этом видео я вам подробно расскажу о работе вот этого шаблона, который позволяет нам создавать бэкап-версию нашего сервера N8N. Смотрите, значит, когда мы только начинаем использовать сервис N8N, нам предлагается 14 дней бесплатного теста работы с этим сервисом. А дальше нам предлагается выбрать тариф и, соответственно, работать с сервисом N8N, ежемесячно оплачивая определенную сумму. С одной стороны, это круто, когда мы можем без каких-либо лишних усилий просто взять, оплатить там $24 и пользоваться ограниченным ограниченным количеством токенов в сервисе N8N. То есть $24 это 2500 токенов в рабочем пространстве, $60 это 10 тысяч токенов. Но иногда наши задачи, они выходят за рамки вот этих вот 2500 токенов, хотя это тоже достаточно большой объем работы. Иногда у нас выходят задачи за пределы. Что в этом случае делать? У нас есть два варианта. Первый вариант: мы просто устанавливаем сервис N8N на своем компьютере и все, то есть и не платим, соответственно, эти $24. $24 здесь больше оплачивается как доступ к облачному хранилищу, где вы сможете создавать свои проекты, где вы можете создавать свои workflow пространства, где вы можете сохранять и оставлять там свои шаблоны, то есть сохранять там свои данные. $60 здесь, соответственно, вы то же самое получаете облачное пространство, но объемом чуть больше. Если вы протестировали и понимаете, что количество токенов для вас слишком мало, а при этом оплачивать слишком дорого, да, в этом случае я вам рекомендую использовать собственный сервер. Что такое собственный сервер? Это когда вы на собственном сервере разворачиваете приложение N8N. Сделать это несложно, сейчас покажу пошагово как. И, соответственно, вы уже не ограничены в количестве токенов, которые у вас есть при работе с собственным сервером. Значит, как создавать собственный сервер? Я рекомендую вам воспользоваться теми сайтами, которые уже заточены под то, чтобы работать с приложениями либо сервисом типа N8N. Например, самый простой из таких сайтов — это сайт Railway. Вам необходимо в нем зарегистрироваться. После регистрации вы переходите в свой дашборд. Во время регистрации вы получаете, то есть после регистрации вы получаете 5 бонусных долларов, которые вы можете использовать для теста своего проекта. Значит, чтобы эти бонусные доллары активировались, вам необходимо прикрутить к своему, соответственно, либо авторизоваться в сервисе Railway через GitHub. Для этого необходимо на GitHub создать себе аккаунт и просто авторизуйтесь через GitHub, получаете 5 бонусных долларов, и эти 5 бонусных долларов вам вполне хватит для того, чтобы просто потестировать и поработать с этим сервером. То есть посмотреть, стоит, не стоит использовать собственный сервер для того, чтобы использовать приложение N8N. После того, как вы получили 5 бонусных долларов, вам необходимо создать новое пространство, новый проект. Переходите в дашборд и здесь просто кликаете на кнопку New, создаете новый сервер. После того, как вы кликнули, выбираете вот этот вот использовать шаблон, и здесь уже есть, соответственно, готовые шаблоны от сервиса N8N. Смотрите, да, что количество установок большое, то есть сейчас сервис N8N на пике своей славы, на пике популярности. Выбираете самый первый, 29 тысяч на данный момент, соответственно, установок. Здесь никаких дополнительных настроек вводить не нужно, просто нажимаете Deploy и все. То есть сейчас у вас происходит процесс установки на вашем сервере, который вы берете у Railway, процесс установки, соответственно, приложения N8N. Здесь у вас, то есть здесь процесс, вот отобразились 4 элемента главные, и каждый из них сейчас устанавливается. Отлично, приложение установлено, сейчас нам необходимо их базово настроить. Во-первых, вы нажимаете Primary. По этой ссылке, которая у вас указана здесь в самом верху раздела Primary, вы можете перейти уже непосредственно в свой N8N, установленный и привязанный к вашему серверу. То есть вы здесь проходите ту же самую регистрацию, базовую регистрацию. Обязательно вводите здесь свой email. Я использую один и тот же email, что для серверной версии, что и, соответственно, для версии, которая у меня находится в
моем рабочем пространстве. Все, вы проходите ту же самую регистрацию, которую вы проходили и раньше. Ну, здесь можно ничего не вводить, нажимаем Get Start. И смотрите, здесь нам предлагается получить бесплатный API-ключ для доступа, соответственно, к своему рабочему пространству. Мы на тот e-mail, который указали, мы нажимаем «Пришли мне бесплатный лицензионный ключ» и, соответственно, получаем этот ключ на свою электронную почту, которую указывали. Заходим на эту электронную почту. И на электронной почте вы получите вот такой вот ключ. Просто его берете, копируете и добавляете вот в это новое созданное рабочее пространство. Для этого переходите в настройки. И здесь в самом первом разделе нажимаете Enter Activation ключ. Вводите этот ключ, активируете. Все, значит, у вас сейчас есть созданное вами рабочее пространство, соответственно, не на сайте N8N, а именно на вашем персональном сервере, который вы создали с помощью сервиса Railway. Значит, что здесь я рекомендую сделать? Смотрите, мы видим, что здесь ссылка имеет такой вот вид, то есть .app. Необходимо в первую очередь здесь провести базовые настройки и добавить, рекомендую, свой домен, потому что некоторые сервисы типа Google, да, они могут тупить, вот когда ссылка имеет вид .app. Поэтому я рекомендую сюда добавить свое доменное имя второго уровня, первого уровня, неважно, купите доменное имя на SprintHost, на Regru, где угодно. Соответственно, просто добавляйте свое доменное имя, прописывайте, и вам будет инструкция, что необходимо сделать для того, чтобы это доменное имя привязалось уже непосредственно к вашему серверу. То есть, чтобы вы не переходили не по такого вот странного рода ссылки, а именно по своему доменному имени. Это будет намного удобнее. Плюс после того, как вы развернете вот эти приложения, у вас немножко спишутся, соответственно, ваши бонусные кредиты. Кредиты вы можете пополнять, либо выбрать подписку за $5 и пользоваться, соответственно, сервисом Railway там практически безгранично. Там в тех объемов, которые они предлагают за свои облачные хранилища, их вполне хватит. И это намного дешевле, например, чем платить за подписку от N8N на официальном сайте. То есть $5 платить или $24, я считаю, что есть разница. Хорошо, значит, вы привязали свое доменное имя, и через 24 часа привязка доменного имени у вас будет занимать примерно 24 часа, вы уже будете переходить не по этому странному домену, а именно по своему домену. Так будет удобнее. Хорошо, после того, как вы все эти операции произвели, что вам необходимо сделать? И давайте в этом видео я вам еще покажу один момент. Значит, когда мы используем, например, сервис N8N, он сам автоматически сохраняет те шаблоны, которые у нас есть. То есть он, грубо говоря, безопасный. Мы платим чуть больше, переплачиваем за не то что ту самую безопасность, а мы переплачиваем за то, чтобы наши данные, соответственно, хранились в сервисе N8N в облаке. И они в любой момент, то есть мы где-то удалили, мы можем поддержку написать, и они нам вернут, соответственно, тот шаблон, который мы случайно удалили. Когда мы работаем на своем сервере, у нас нет такой возможности. Поэтому я рекомендую прямо сейчас с вами создать вот такой вот процесс, который позволяет нам в автоматическом режиме сохранять все те изменения, которые происходят в нашем сервисе, а особенно сохранять наши N8N шаблоны для того, чтобы к ним всегда был доступ. То есть если вы что-то даже случайно удалите, у вас всегда будет доступ к вашим N8N шаблонам на вашем GitHub. В первом закрепленном сообщении, либо в описании к этому видео находится тот самый шаблон. Вы переходите просто в бота, и он подробно рассказывает, как получить доступ ко всем этим материалам, которых я говорю и показываю в своем видео. Под этим видео ссылка, переходите. То есть мы нажимаем создание рабочего шаблона, и здесь уже, соответственно, можем загрузить тот рабочий шаблон, который вы получите под этим видео. Вот, выгружаете этот рабочий шаблон. Что здесь необходимо сделать? Давайте его пока сохраним, можете там его как-то переименовать, например, это будет бэкап шаблон. То есть что делает этот шаблон? Этот шаблон позволяет на вашем сервере не потерять те шаблоны, которые у вас есть. И плюс, то есть вы разработали какой-то шаблон,
шаблон, вам необходимо его сохранить. Для того, чтобы его случайно там не удалить, вы его, соответственно, сохраняете через вот этот вот процесс. Как он работает? То есть он по определенным дням, либо при нажатии тест workflow запускается. Что здесь важно сделать? Для того, чтобы этот шаблон работал, нам необходимо привязать свой GitHub аккаунт. Как это сделать? Мы переходим в создание рабочего пространства и нажимаем не Create Workflow, а Create привязку сделать. Здесь вводим GitHub. GitHub выбираем вот GitHub out to API. Набираем Continue. И здесь, смотрите, у нас есть ссылки. Мы эти ссылки копируем, переходим на наш GitHub, который мы только что создали. Переходим в куда угодно, вот, например, вот в раздел Restores и нажимаем New. Нажимаем New, называем его, например, тест Backup. Тест Backup. Да, сохранили его. Здесь нажимаем, что он будет приватный. Нажимаем Create. Создаем тестовый бэкап. Тут же создаем файл. Называем его файл example. Example.json. Хорошо. Значит, создали файл. Все, нам пока здесь ничего не нужно. Сейчас нам необходимо перейти в настройки GitHub. Нажимаем на свой профиль. Нажимаем New Profile. И здесь переходим в настройки. То есть настройки. Здесь переходим в настройки Develops. И здесь создаем новую привязку. Прописываем название этой привязки. Например, тест N8N. Здесь указываем ссылку на callback. То есть ссылку, которую мы видим здесь. Мы ее просто копируем и сюда вставляем. Здесь также необходимо скопировать ссылку на свой аккаунт, который мы видим в Railway. То есть мы копируем вот эту ссылку и добавляем ее вот сюда. Ну, конечно, чтобы она должна быть именно вот с HTTPS. Все. Нажимаем регистрация. И сейчас мы создали, соответственно, новый ключ. Нам необходимо скопировать этот клиент ID и добавить сюда клиент ID. Так, нет, мы его не скопировали. Копируем и сюда добавляем. Здесь нужно составить секретный ключ. Называем Create Secret Key. Копируем и добавляем сюда. Все, Connect My Account. Все, мы сделали привязку с нашим GitHub аккаунтом. Здесь необходимо выбрать, что да, мы даем, соответственно, доступ к своему GitHub аккаунту для того, чтобы он в него сохранял наши будущие шаблоны. Все, окей. Также нам необходимо создать привязку с нашим API ключом. Как это сделать? Мы переходим в настройки. Здесь есть N8N API. Нажимаем Create. Называем его как-то N8N API, например. Здесь выбираем, что он безграничный. Нажимаем Сохранить. Копируем этот ключ. Дальше переходим, возвращаемся в Creditals. Создаем новую привязку. Вводим сюда N8N API. Continue. Все. Сохраняем. И сохраняем. Сюда можем прописать, соответственно, еще API версия, например, 1. Нет, не хочет сохранить, но давайте, значит, ему нужна наша опять ссылка. То есть ссылка на наш аккаунт. Давайте мы ее дадим. Просто берем, переходим, копируем ссылку на свой аккаунт. Вот эту же ссылку мы опять копируем, добавляем сюда и здесь пишем API версия 1. Нажимаем Save. Все, теперь у нас все подключено. Окей, значит, у нас подключен N8N аккаунт и GitHub аккаунт. Сейчас мы возвращаемся к нашему шаблону. Шаблон находится здесь. И начинаем его тестировать. Нажимаем тест. Получаем данные о сегодняшнем числе, то есть переводим эти данные. Здесь необходимо нам выбрать наш GitHub аккаунт, который мы только что создали. И здесь необходимо прописать ссылку на свой бэкап. То есть мы здесь выбираем by URL и переходим в свой GitHub аккаунт и копируем ссылку на то пространство, которое мы с вами создали. Да, вот мы переходим на свой аккаунт, uProfile,
вот тестовый бэкап, мы переходим и копируем просто эту ссылку. Добавляем сюда эту ссылку. И здесь у нас сейчас отобразятся наши данные. Выбираем тест бэкап, нажимаем тест. Все, данные передаются. GitHub привязан. Здесь мы делаем следующий шаг. Ничего не изменяем, все оставляем как есть. Здесь привязываем, соответственно, свой N8N аккаунт. Нажимаем тест, данные передаются. Окей, нажимаем Save. Теперь наша основная задача — это просто вот пошагово так пройтись по каждому шагу. Ничего дополнительно изменять не нужно. Единственное, вам необходимо здесь также ввести данные от своего GitHub аккаунта. Значит, также скопируем ссылку на свой аккаунт, копируем ссылку. Здесь выбираем наш тест бэкап, который мы только что создали. Здесь пока ничего можно даже не тестировать. То же самое, изменяем ссылку и выбираем наш тест бэкап. Хорошо, нажимаем Save. И после того, как вы создали это пространство, вам необходимо зайти в настройки этого пространства и в разделе вот здесь выбрать Save. То есть, что он будет делать? Сохранять. Протестируем. И можем посмотреть, что, видите, весь процесс прошел достаточно быстро. И можем посмотреть, соответственно, в нашем разделе с example файлом, что у нас здесь появился второй файл с шаблоном, уже готовым шаблоном, бэкап шаблоном от нашего облачного сервиса. Здесь мы можем его включить, и он будет, соответственно, запускаться по определенному времени, либо мы можем его сами запускать вручную вот таким вот образом. И он будет, соответственно, иногда сохранять шаблоны, то есть здесь он видит, когда новые шаблоны есть, он их обновляет, те шаблоны, с которыми мы проработали. Если есть какие-то шаблоны, которые не новые, которые мы не обновляли, он, соответственно, их добавляет сюда. Вот смотрите, вот этот вот шаблон, если мы сделаем дубликат, например, этого шаблона, назовем его как-нибудь вот странным образом, нажимаем дубликат, и мы опять запускаем весь этот процесс, и он нам уже, соответственно, сохранит, видите, он сохранил уже второй шаблон. И, соответственно, у нас здесь, если мы обновим, должен появиться уже наш второй шаблон с бэкапом. Да, вот он, второй шаблон. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на телеграм-канал, переходите по ссылке под этим видео для того, чтобы получить все ссылки, все шаблоны в удобном формате, в формате Telegram. С вами был Гризуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео, напишите что-то в комментариях. Пока.